Привет! Сегодня буду апгрейдить футболку одним из самых популярных и простых способов — печатанием вырезанными печаточками. Без понятия, как это на самом деле правильно называется. Для этого я буду использовать резинки из Ашана по 3,5 гривны за штуку, резец для линогравюры из художественного магазина, акрил для ткани, губку для мытья посуды, карандашик, ножницы, футболку и что-нибудь ровное, что можно под нее подложить. Вот такие вот у меня резиночки из Ашана. Карандаши они на самом деле стирают достаточно хреново, но для меня сегодня главное, что они ровные, белые и без рисунков. Сначала нарисую нужную картинку на ластике простым карандашом. Контуры делаю очень толстые, чтобы потом было понятно, что нужно срезать, а что оставить. Некоторые люди даже не рисуют картинки сами, а просто перебивают картинки на резинку с помощью бумаги и карандаша. Резинок я купила очень много, так что нарисую по картинке на каждой, чтобы потом уже попробовать все эти печаточки на бумаге и решить, что из этого я хочу видеть на футболке. Ну и вдруг я еще что-то испорчу случайно, потому что я еще ни разу не пробовала этого делать. В смысле, печатать. Изначально я искала подобные ножички для линогравюры на Алиэкспрессе, но потом оказалось, что они стоят у нас настолько дешево, что их вообще нет смысла заказывать откуда-то из интернета, если только вам не нужны какие-то супер качественные. Этот я купила, по-моему, гривен за 15. Также в художественных магазинах еще продают специальный линолеум сразу листами А4, но мне не понравилось его вырезать, потому что он слишком жесткий. Хотя для картинок с кучей мелких деталей это, наверное, наоборот должно быть лучше. По идее, существует еще просто резина для печатей, которая продается тоже сразу большими кусками, но я ее не нашла ни в одном из художественных магазинов в моем районе, поэтому, наверное, я так думаю, что ее нужно заказывать где-то в интернете. В любом случае, будет реально проще купить обычные резинки в любом супермаркете или магазине канцтоваров. Нарезала кучку картинок, вот так вот у меня получилось. Теперь буду пробовать печатать ими на бумаге, чтобы как бы потестить и не портить сразу свою футболку. Наношу краску куском мочалки, стараюсь ее как-то равномерно распределить по поверхности и делаю пробные оттиски, чтобы понять, может, надо мне что-нибудь дорезать, отрезать или вообще переделать заново. Краска акрил для ткани, тот же, что и во всех предыдущих роликах с футболками, марки Decola. Для бумаги, конечно, лучше подошла бы любая другая краска, потому что акрил для нее слишком резиновый и жесткий. Но для футболки это будет в самый раз. Ну и как бы любая другая краска, кроме акрила, с нее отстирается, поэтому тут как бы без вариантов. Футболка из Ашана за 100 гривен. Как обычно, без картинок и с нормальным фасоном были только мужские, поэтому мне придется ее немного подрезать по длине. Поскольку это трикотаж, то края потом все равно сами по себе завернутся, так что резать идеально ровно не принципиально важно. Наверное. А спонсор видоса я и мои хорошо пошитые футболки с хорошо напечатанным принтом монашки с котом в руках. И такие же хорошо пошитые и хорошо напечатанные худи, ссылку на которые вы можете найти в описании под видео. На обрезанном кусочке футболки, кстати, можно еще раз потестить печати, чтобы уже окончательно понять, как именно они будут смотреться на ткани. Последний шанс что-то поменять или переделать. Подкладываю под футболку кусок какой-то фанеры, в этот раз уже не потому, что рисунок может перебиться, потому что он, скорее всего, не может, а потому что для того, чтобы оттиск получился нормальным, поверхность должна быть максимально ровной. В итоге я выбрала картинку с куском колючей проволоки и буду делать из нее горизонтальный паттерн по краям футболки. Наношу на печать краску и прикладываю, стараясь равномерно надавить на все стороны, чтобы все хорошо отпечаталось. Главное просто не переборщить с краской, чтобы картинка не расплывалась по контуру, потому что слишком бледную картинку всегда можно подкрасить, а слишком черную открасить уже не получится. И белой краской ошибку закрасить тоже, скорее всего, не получится, потому что ее на белой футболке будет очень хорошо видно. Минут 5-10 жду, пока все подсохнет, и переворачиваю.
Пару раз у меня образовывались небольшие пробелы между кусками цепочки, потому что я прикладывала печать не слишком ровно. Но это все достаточно легко можно пофиксить, немного подрисовав тонкой кисточкой. Чтобы не выглядело так пусто, наверное, добавлю принт еще и на края рукавов. После того, как все готово, проглаживаю где-то 1-2 минуты утюгом, чтобы картинка закрепилась. И делаю это через тряпочку, чтобы на утюг не налипла краска. Стирать такие вещи, конечно, лучше вручную, но если у вас там очень жирный слой краски, который точно не смоется, то можно и в машинке на деликатном режиме. Это было сделать даже проще, наверное, чем трафарет из бумаги. Хотя смотрится все равно достаточно прикольно. Кстати, после акрила такие печати становятся практически одноразовыми, если их не промывать водой каждые пару минут. Потому что краска застывает как резина и заполняет собой все дырки в рисунке. Мне под конец даже пришлось все заново подрезать, потому что картинка перестала быть достаточно четкой. Вообще мне даже нравится, как получилось, разве что, наверное, в следующий раз я бы, может, не обрезала футболку так коротко, потому что, скорее всего, мне придется носить ее просто под сарафаном, чтобы было видно только рукава. Надеюсь, вам тоже понравился результат. Если да, то спасибо за просмотр и увидимся в следующем ролике. Пока!